предыдущем ролике Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. Сегодня мы переходим к следующему очень важному этапу – это устройство крыши. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Ну что, начинаем стройку в этом сезоне. Поздновато, но так получилось. Коробка успешно перезимовала, ничего не потрещало, сейчас все покажу. Вот я сейчас на крыше. Наша консервация крыши из пленки тоже успешно перезимовала. Ничего не улетело, ничего не порвалось. Сейчас это все будем снимать и докладывать еще 3 ряда блоков по периметру. Так, сейчас покажу саму коробку, что с ней стало. Вернее, ничего не стало, вообще не появилось ни одной трещины. Хотя зима, в общем-то, была и минус 20, и оттепель, и снова минус 20, и дожди, и снег, все, что хочешь. Так, ну вот, коробочка. Изучил я полностью все, и фундамент, и стены, нигде не нашел никаких трещин. Фундамент не уехал никуда. Вот купили такую штуку. Короче, электрическая таль. Сейчас ее поставим, будем стройматериалы наверх поднимать. Будущая терраса, которую всего в этот сезон надо залить. Вот тут еще надо сваи позаливать и тоже террасу залить. Ну и вот, собственно говоря, что у нас по коробке. Все целое. Единственное, что навес зимой от снега не выдержал. Испытание развалился. Так, ну пойдемте внутрь зайдем еще, посмотрим, что там. Ну, все тут сложили, тут темно, ничего не видно. Вот в это межплиточное пространство сейчас будем встраивать электрическую таль, чтобы поднимать строительные материалы. Работу начали с уборки полиэтилена с крыши. Куски порезанных блоков решили оставить на месте, мало ли пригодятся в работе. Скинуть их можно в любой момент. В теории эту консервацию из полиэтилена можно было не делать, но тут сработал мой хозяйственный подход, который одержал верх над природной ленью. Чистим от раствора монолитный пояс. Вот это вот все надо будет почистить. Здесь не надо чистить. А вот весь раствор, на который укладывали плиты, надо будет почистить. При выполнении таких работ каждый раз думаешь, ну почему не пройти шпателем во время укладки плит, пока раствор еще свежий, и не убрать излишки с монолитного пояса. А теперь подсобнику пришлось потратить 2 часа, чтобы все это сбить.
Это стройка. За всем не уследишь. С электрическим подъемником первый раз имел дело на стройке, и поэтому пришлось поэкспериментировать, чтобы вся эта система нормально заработала. Как основу я решил использовать блоки. Они устойчивы, и при помощи них легко регулировать высоту. Заранее на металлобазе я купил профиль квадратного сечения для того, чтобы к нему прикрутить электрическую таль. Собрали конструкцию. Грузоподъемность 250 кг через блок полтонны. И сейчас сделаем здесь поддон и на тросе будем поднимать блоки. Пришлось увеличить высоту конструкции так, чтобы можно было подкладывать деревянные балки под поддон, когда он поднимается вверх. В процессе разгрузки поддон с блоками будет стоять на деревянных балках. Подъемник заработал. Сверху один человек принимает блоки и разгружает их. Снизу другой человек все это загружает и подает сигнал, чтобы блоки поднимали. Конечно же, не так быстро, как краном, но все равно быстрее и легче, чем носить вручную по лестнице. В нашей конструкции было одно слабое звено. Это веревка, к которой привязан поддон. Юра, ты чё так мне это самое? Удаляй. Конечно же, в целях безопасности рядом с поднимающимся грузом никто не стоял, и поэтому пострадал только поддон, который лежал внизу. Я съездил в магазин и купил металлический трос, и всю эту конструкцию переделали. Она стала более надежной. Возникает закономерный вопрос, почему на этапе укладки плит мы не подняли необходимые блоки краном сразу на крышу, на плиты. Во-первых, этих блоков не было в наличии. В процессе возведения коробки я изменил немного проект, у меня получился перерасход, я увеличил высоту потолка, добавился лишний ряд, толщину стен, и эти блоки, которые предназначались для парапета, я их просто использовал. Во-вторых, сыграла злую шутку моя привычка не покупать лишние материалы. Обычно, когда делаю ремонт в квартире, я не покупаю все материалы сразу, я чуть-чуть не докупаю, а потом уже по факту смотрю, сколько не хватает, и привожу эти несколько мешков смеси. Но с блоками такая система не работает, потому что доставка блоков с завода, она стоит дороже, чем все эти блоки вместе взятые. И если, допустим, надо заказать 3 палеты, то доставка будет стоить как 5 палет. Поэтому лучше сразу, вот у вас есть проект, все посчитано, закажите на 2-3 палеты блоков больше, потому что потом их можно без вопросов продать, либо использовать в каких-то других этапах стройки, или что-то там построить, какой-то сарай, или баню, или куда угодно. Продать по объявлению вообще не проблема. В многоэтажном строительстве при использовании плит перекрытия отверстия в плитах заполняются раствором для увеличения их несущей способности. В моем случае значительной нагрузки на плиты сверху не будет. Поэтому отверстия закрываем пенопластом и монтажной пеной. Это позволяет предотвратить попадание воздуха, образование конденсата и улучшить теплоизоляцию. После укладки плит остались монолитные участки. Есть монолитные участки простые, где пространство между плитами просто заполняется раствором, а есть сложные, где требуется сооружать серьезный арматурный каркас. Начнем с простых. Так выглядит схема раскладки плит с монолитными участками.
Раствор мешаем сразу здесь, под электрической талью, и подаем наверх. Привезли гравий и, соответственно, песок. На этих участках снизу монолитный пояс и нету никакой опалубки. Фактически это просто заполнение больших щелей раствором. Там, где плиты лежат торцом, отверстия закрыты пенопластом с пеной. Так, пару дней на стройке не было времени снимать, поэтому сейчас расскажу, что здесь происходит. При помощи электрической тили подняли блоки, разложили сразу по периметру. Это все делали подсобники. Значит, здесь у нас 400-й блок, здесь широкий монолитный пояс. Вот это без утеплителя все будет забиваться раствором. Дальше уже монолитный пояс идет, плита заходит на 14 сантиметров на монолитный пояс, поэтому блок 400-ку резали напополам, и вот эта вот часть, она будет заполняться утеплителем. Вот уже первый ряд положен. Ну, тут фактически смысл такой же, как и укладка первого ряда. На раствор, по уровню, потому что монолитный пояс, он не ровный. Здесь у нас, как помните, были монолитные участки. Вот. Соответственно, эти монолитные участки будем заполнять бетоном. Ну, с арматурой, с уголками, там совсем. Вот такие вот монолитные участки, они просто заполняются без ничего, потому что у них опора идет на монолитный пояс. Вот они уже заполненные. Вот этот, вот этот. А вот эти вот участки, которые широкие, ну вот этот, где сейчас стиль стоит, там уже надо будет конструктив плиты фактически делать, для того, чтобы все это висело и держалось. Здесь будем засверливаться в плиту, укладывать по краям уголок и делать арматурную сетку. Ну, в общем-то, все увидите в процессе. Параллельно заделке монолитных участков укладывали первый ряд блоков. Первый ряд блоков укладывается под шнурку на раствор. Между первым рядом и плитами перекрытия остается пустота. Эту пустоту мы заполняем утеплителем. У меня в гараже оставалась твердая каменная вата, поэтому используем ее. Оставшиеся щели заполняю монтажной пеной. Вот так выглядит узел примыкания плиты, парапета и монолитного пояса в разрезе. На первый ряд докладывается еще два ряда блоков. Укладка производится уже на гребенку. Горизонтальные швы заполняются пеной для блоков.
В своей работе я очень часто использую шлифовальные машинки для выполнения различных задач. Это тяжелая и пыльная работа, и именно механизация позволяет значительно ускорить процесс, снизить физическую нагрузку и сделать работу более комфортной и эффективной. Уже более 4 лет в своей работе я использую шлифовальные машины компании DLT. В моем арсенале есть шлифовальная машина типа жираф, а также ручная эксцентриковая шлифмашина. Эти инструменты отлично дополняют друг друга и позволяют закрыть весь спектр работ, связанных со шлифовкой поверхностей. Шлифование гипсовой штукатурки, зачистка шпатлевки, а также очистку различных поверхностей от строительного мусора. DLT Buy – это магазин профессионального строительного инструмента. В ассортименте представлен широкий выбор шлифовальных машин как собственного бренда DLT, так и известных китайских и мировых производителей. Отдельно хочу отметить удобство и надежность ручной бесщеточной эксцентриковой шлифмашины. Это мой любимый инструмент. Она отлично сбалансирована, комфортно лежит в руках и позволяет работать длительное время без лишней усталости. Эффективная система пылеудаления значительно снижает количество пыли на объекте, что особенно важно при выполнении внутренних работ в жилых помещениях. Преимущество компании DLT – это гибкость в работе и прямое сотрудничество с мастерами. Именно поэтому ассортимент магазина максимально востребован как у профессионалов, так и у домашних мастеров. Первое большое монолитное перекрытие. Это вход в дом, козырек. В проекте его не было. Я немного изменил проект и сделал так, чтобы он был. Щит, который остался с прошлого сезона, немного модернизируем, очищаем, скручиваем и выпиливаем по размеру, для того, чтобы положить его в качестве опалубки. Вырезанный щит укладывается на свое место. Предварительно к монолитному поясу были прикручены опорные бруски. С места заливки убирается весь мусор. Пока готовилась опалубка, один человек скручивал арматурные сетки. Там, где доски, застилается полиэтилен. Торцы плит перекрытия утепляются пенополистиролом. Арматура на каркас в 2 слоя. Раствор замешивается внизу, лебедкой подается наверх и заливается в опалубку. Для равномерного распределения используем вибратор для бетона. Для таких маленьких работ нецелесообразно вызывать бетон-насос. Поэтому все мешалось вручную при помощи бетономешалки. Бетон заливаем не на всю высоту. Верхняя часть будет заполняться керамзитом, битыми блоками для уменьшения веса конструкции. У второго монолитного участка нет опоры, поэтому щит держится на проволоке, прикрученной к верхним брускам. Здесь уже по периметру засверливается отверстие, вбивается арматура, к ней приваривается металлический уголок и кладется арматурная сетка.
Оставляется отверстие для вентиляционного канала. В проекте вентиляционные каналы располагаются как раз в районе этих монолитных участков. Арматурную сетку залили бетоном. Арматурную сетку залили бетоном. Сверху положили битый блок и залили цементом. Затем сверху добавили более густой раствор, чтобы сформировать основание. Для того, чтобы залить последний монолитный участок, где стоит электрический подъемник, предварительно при помощи этого подъемника подняли все необходимые материалы: песок, щебень, цемент, инструменты, и только потом его разобрали и начали сооружать опалубку. Тут, в принципе, процесс точно такой же, разве что размер самый большой. Сверху раскладываются деревянные балки. Щиты с проволокой были предварительно подготовлены. Затем щит крепится к деревянным балкам при помощи проволоки, и проволока натягивается. Вся эта конструкция будет держаться не только на проволоке, снизу еще будут подпорки. По периметру при помощи перфоратора сверлится отверстие для арматуры. Вбивается арматура, и на нее сверху укладывается металлический уголок. Арматура с уголком сваривается. Затем под бруски просовывается арматура и связывается арматурная сетка. Сверху делается еще одна арматурная сетка.
Что касается стоимости работ, возведение парапета и заливка монолитных участков, по работе это стоило примерно в районе $1000. В предыдущей серии я говорил, что залить монолитное основание дороже, чем плиты. Так оно и есть. Монолит получался 20 000 белорусских рублей, плиты 12. Но если к плитам прибавить все необходимые работы, плюс стоимость армопояса, то в принципе за эти же деньги можно залить монолитное основание. Но тут вопрос в другом, что плиты, они изготавливаются на заводе, они крепкие, а вот найти специалистов, которые сделают качественное монолитное основание, также найти хороший бетон, это тоже, в этом могут быть вопросы. Но вообще, если прибавить к плитам все необходимые работы, то по стоимости приближается к монолитному основанию. Друзья, ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the